Мангал из кирпича своими руками. Здравствуйте. Давайте разберемся, почему опять своими руками и зачем делать мангал из кирпича. Первое. Высота чаши мангала. Это самый популярный запрос в YouTube, и если вы уже пытались найти на него ответ, то могли заметить одну закономерность. Большинство авторов склоняются к двум типоразмерам. Одни считают, что высота мангала должна быть исключительно 12 см или даже 10 см. Вторые уверовали в цифру 18 см или около того. Более опытные блогеры-кулинары даже демонстрируют опыты пожарки мяса на разной высоте от раскаленных углей. И выглядят их доводы более чем убедительно. Жарят мясо, внешне красиво, разрезают и демонстрируют идеальную прожарку. И ведь не поспоришь, если бы высота мангала была выше, то мясо так красиво не зарумянилось бы. Если бы ниже, то внутри осталось бы непрожаренным. Очень на первый взгляд аргументировано, но есть несколько маленьких «но». Это их рецепт, и это их мангал, и это им так удобно, и это не значит, что нельзя приготовить подобное мясо на жаровне другой высоты. Например, если насыпать слой угля на 2 см больше, то и высоту мангала уже нужно делать настолько же выше. Если нанизать на шампур куски мяса большего размера, то нужно еще немного поднять их над углями. А если вместо говядины или баранины вы захотите шашлык из свинины, степень прожарки которой может быть только одна и всегда максимальная, то нужно высоту мангала сделать еще большей. Скажите, у этих блогеров несколько мангалов под разные рецепты? Или они регулируют глубину чаши мангала для каждого блюда? Нет, у них одна жаровня для всего. А вы обращали внимание, что размеры стандартного рядового красного кирпича 250 на 120 на 65 мм? Именно из этих кирпичиков и строили прямо на земле свои первые мангалы многие ныне опытные, диктующие сегодня тренды кулинары. Ничего удивительного здесь нет. Строили из того, что было. Потому и привыкли именно к таким размерам. А другие использовали сотые уголки, экспроприированные где-то на стройке, и теперь декламируют высоту мангалов 100 мм и так далее. Повар привыкает к любому размеру, но это не значит, что есть правильные и неправильные мангалы. Кстати, мы забыли про адептов высоты мангалов 18 см. Откуда же они взялись? Например, я часто выбираю высоту жаровни для приготовления в тажине 185 мм. Используя габариты остальных граней кирпича, я получил данную высоту, сложив 65 и 120 мм. Лично мне удобно, но я не утверждаю, что это правильно. А еще я последние 10 лет использовал вот этот странный мобильный мангал. Его высота посередине 16 см, на краях 14 см. Зато он очень компактно складывается и совсем не занимает места в машине. Раньше мне было важно именно это. Первые 8 лет его металл никак не вело, поскольку я совсем не поливал угли водой. И только теперь, когда он ночует на улице и под дождем, его металл стало выворачивать. Странная высота, необычная форма чаши мангала и наличие перфорации в боковых стенках не мешало получать отменный свиной шашлык. И еще, имея чашу мангала высотой 18,5 см, можно всегда получить жаровню высотой 12 см, заложив ее дно слоем кирпича. Например, можно более глубокий вариант мангала использовать, когда вы готовите на дровах, а жарить шашлык на покупных углях можно, используя его более мелкую версию. Главное, что вы должны понять, это чем выше чаша мангала, тем больше расход топлива при прочих равных. Причем снижение температуры при отдалении продуктов от поверхности углей происходит нелинейно. В формуле присутствует множитель, равный квадрату расстояния. Так гласит наука. Но, слава богу, на практике не все так критично. Угли передают тепло не только мясу, но и стенкам мангала и его дну, а уже внешняя поверхность жаровни отдает тепло в окружающий воздух. Так вот, чем меньше тепла отдается стенкам, тем больше его направляется вверх на мясо и наоборот. Например, если нам удастся максимально теплоизолировать чашу мангала, то теплу больше некуда будет деваться, как выходить через мясо. Таким образом, мы все тепло от углей направим на мясо, и расход топлива станет уже сопоставим для мангалов с малыми высотами. Температура на поверхности мяса в хорошо изолированном, но более высоком мангале, конечно же, будет меньше, но зато угли будут дольше тлеть и отдавать тепло. А еще можно просверлить отверстия в боковых стенках жаровни и увеличить конвективную составляющую теплопередачи. Только очень желательно понимать, что и для чего вы делаете. Если хотите контролировать конвекцию, то регулируйте сечение приточных отверстий или делайте конструкции мангалов по типу колосниковых печей с зольной камерой. Для справки, теплоотдача от более нагретого предмета к менее происходит тремя способами.
теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. Если коротко, то теплопроводность передается от одного тела к другому только если эти тела соприкасаются, например, уголь и дно мангала, но никак не система уголь-мясо, поскольку между ними воздушная прослойка. Конвекция – это способ передачи тепла струями или потоками воздуха, мы об этом уже упоминали. Ну и основной тип теплопередачи при приготовлении шашлыка – тепловое излучение, передаваемое посредством электромагнитных волн. В подавляющем числе случаев даже самые опытные повара об этом вообще ничего не знают и просто готовят на том оборудовании, которое у них есть. Да и зачем им эта информация, если все и так понятно? Выше стенка дольше жарить, больше дырок, сильнее жар. Если повар знает высоту своего мангала, то скорее всего он его сотворил своими руками или лично заказывал, давая четкие параметры. Я к своему старому стальному мангалу прислонил рулетку только неделю назад, когда начал снимать этот ролик. Для меня это всегда была всего лишь коробка, и я работал с тем, что у меня было. А еще теплоотдача зависит от разности температур, поэтому зимой и на улице все будет немного по-другому, чем летом или в помещении. Второе. Глубина мангала. Этот параметр обычно подбирается под имеющиеся шампуры или наоборот. Сначала нужно заиметь шампуры, а потом строить мангал соответствующей глубины. Но если мы не хотим пилить кирпичи, то лучше глубину мангала выбирать кратно размером строительного материала. Я знаю два наиболее популярных типа размера глубины жаровни. Кратные 1,5 и 1,5 кирпичам. Это 250 и 370 мм. Возможно немного больше с учетом толщины швов. И под эти самые размеры отлично подходят шампура общей длиной 45 см и 60 см соответственно. Решетки в такие габариты становятся тоже хорошо, но вы, конечно, можете строить мангал любой глубины. И только если вы занимаетесь коммерцией, то для экономии топлива есть смысл глубину мангала делать в аккурат под размер порции мяса, которая нанизывается на один шампур. Третье. Кирпич или металл для мангала. Поскольку кирпич имеет меньший коэффициент теплопроводности, да еще и помноженный на толщину стенки, которая у кирпича будет на порядок больше, мангал из кирпича будет меньше отдавать тепло в окружающую среду. Это может сэкономить топливо на коммерческих кухнях. К тому же разогретый кирпич тоже начнет отдавать тепло и помогать в готовке. Да, кирпичный мангал будет дольше отдавать тепло и он станет более инертным, но массив кирпича это большой теплоаккумулятор, который сначала нужно разогреть, а уже потом он поможет жарить шашлык. И если вы планируете просто пожарить пару шампуров мяса или овощей, то прогревать кирпичи может оказаться более затратным занятием, чем просто использование металлического мангала. Ну и пару слов про кирпич. Обычно в подобных конструкциях применяют шамотный кирпич. Да, он долговечнее, имеет разные типа размеры, но он на порядок дороже, чем полнотелый красный. А прослужит ли он в 10 раз дольше, это вопрос. Одно дело, если вы готовите каждый день и ваш кирпичный мангал защищен от дождя и влаги, которую шамот очень не любит. Другое, если вы готовите на даче только по выходным и праздникам. А еще я бы посоветовал использовать кирпич стандартных размеров. Поэтому, если же душа лежит ближе к шамоту, то используйте ша-8, который всегда легко можно заменить хотя бы временно, но самым дешевым красным. Смета моего кирпичного мангала, как всегда, прилагается. Только учтите, что там еще не хватает сваренной из того же уголка нижней полки, которая прилично добавит жесткости и приварных листовых пяток на ножках, но и так все работает. Если коротко, то ушло 12 метров погонных уголка, 1,5 метра погонных арматуры, 0,5 метра квадратных стального листа и 26,5 рядовых кирпичей. Четвертое. Нужны ли отверстия в чаше мангала? Отверстия в чаше мангала нужны для притока воздуха, и при желании их можно делать регулируемого сечения. А для чего в мангале нужен дополнительный приток воздуха? Если вы сжигаете дрова, то большее количество воздуха поможет их быстрейшему сгоранию и последующему превращению их в угли. А дальше угли и без дополнительного воздуха прекрасно тлеют и жарят шашлык. Но если вы будете продолжать подавать дополнительный воздух, то просто тление углей будет происходить при большей температуре, что не всегда хорошо. Особенно это заметно владельцам мангалов с перфорацией при порывах ветра. В эти моменты уголь мгновенно становится красным и продукты начинают интенсивно гореть, что не сильно удобно, если только ваш мангал не имеет относительно высокую жаровню. Лично мне отверстия в стенках не нужны. Несмотря на то, что последние 10 лет я готовил именно на мангале с перфорацией. Теперь пришло время сделать своими руками то, что всегда хотелось. Но это не означает, что есть хорошие или плохие конструкции мангалов. Они разные, и это хорошо, когда есть выбор. Пробуйте, вдруг вам что-то понравится.
Приятного аппетита и благодарю за внимание.